Следующий вопрос от Виктора. В своих видеообращениях вы говорили, что в Сирии на стороне ИГИЛ воюет американский спецназ, который осуществляет подготовку террористов и их снабжение. Почему до настоящего времени Россия не предоставила ни одного убитого американского военного в качестве доказательства? И вообще располагает ли Россия такими доказательствами? И если располагает, почему не обратиться в ООН для осуждения США в ведении войны и поддержки террористов, приведя всю доказательную базу? Что мешает России использовать тех же наемников, например, армию Кадырова против ИГИЛ? Ну а что вот мы сейчас говорили про Нидерланды? Что мешает России доказать то, что самолет был сбит зенитной ракетой и воздушной атакой из самолета? То есть это была сдублированная атака. Вы имеете в виду Боинг? Боинг малазийский надо... Ведь все предоставлено. А кто решает? Кто смотрит? Кто каким образом решает? Ведь для того, чтобы что-то вот так вот решить в международном сообществе и все прочее, нужно помнить поговорку. Вот имеешь право? Имею. А можешь? Уже здесь вопрос. И вот что самое интересное, когда кто-то начинает говорить о каком-то международном праве и прочее, начинает, что в какой-то там суд пойти, так этим самым сдается определенная юрисдикция своей страны под юрисдикцию анонимного управления с надгосударственного уровня. Это может быть управление со стороны какого-то конкретного государства, а может быть и со стороны глобального предиктора. Вот это надо понимать. Что касается конкретных инструментов управления ООН и все прочее, то мы прекрасно знаем, что первую скрипку там играют Соединенные Штаты. И во многом они заставляют голосовать так, как им нужно, несмотря ни на какие приведенные доводы. Ну вот сколько там говорил Виталий Чуркин, наш представитель. Сейчас не Бензя говорит. Ничего. Выслушали, а Васька слушает, да ест. А почему? А потому что все управление построено под то, что Соединенные Штаты являются головнюками в мире, мировым жандармом. Соответственно, этому думать, что где-то там придешь в какой-то правовой суд, и там кто-то что-то будет решать по каким-то там данным, это, по меньшей мере, детская глупость. Ну неужели кому-то может быть не ясна работа суда по Югославии? Когда сербов осуждали только за то, что они сербы, убивали их в тюрьме, а людей, которые реально совершали уголовные преступления, людей расчленяли, убивали массово, но убивали сербов, оправдывали всеми возможными способами. И наказали-то, в общем-то, людей, которые, пешки в этой игре, ни одной знаковой фигуры. Ведь все же очевидно, что кроме того, что есть определенная декларация о намерениях, нужно еще и обеспечить вот эти возможности. А возможности обеспечить сейчас Соединенным Штатам вот такую предъяву, к сожалению, пока нет. И нет ее у России по одной простой причине. Вот если бы мы вписались в тот сценарий, который нам предлагается, стать главнюками в мире вместо Соединенных Штатов, за 15 лет спалить наших ребят в различных конфликтах в интересах глобальных кланово-корпоративных структур, то да, нам бы позволили Соединенные Штаты раскатать на раз. А пока мы не согласны, пока мы говорим «нет», наша Россия существует для народов, ее населяющих, а не для того, чтобы быть сырьевым придатком для мировых кланово-корпоративных структур. Нам никто помогать не будет. Но даже в том плане, что помогать, еще раз повторю, они ведь за счет того, что мы являемся главнюками в мире, жандармом, решаем мы проблему своего народа населения. То есть мы должны спалить свое население в интересах глобального предиктора, либо в локальных конфликтах, где парни будут погибать, либо на грязных производствах здесь, обеспечить комфортное существование глобальщиков. Но нам это не подходит. Путин постоянно проводит политику, что у нас свое государство, и оно существует для народов его населяющих, а не во вред.
Поэтому, естественно, нам приходится пошагово. О том, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, я заговорил сразу же, как только появилась ИГИЛ. На основе чего я это говорил? На основе понимания общих процессов управления и на основе той информации, которую я получал в открытых источниках. Сейчас уже не один говорю. Вот тогда дайте мне доказательства, где там квитанция. Я говорю, ну что, мы смотрим разные средства массовой информации, читаем разные газеты. Нет, одно и то же, но у меня выводы такие, а вот у подавляющего большинства политологов они в упор это не видели. Теперь же о чем говорится? Смотрите. Соединенные Штаты объявили о том, что они перебрасывают свой контингент из Ирака после победы над ИГИЛ в Афганистан, где требуется усиление. И действительно, ИГИЛ просто так активизировался в Афганистане, что действительно вроде как американцам надо бы туда поприсутствовать. А вот Иран заявляет прямым текстом, что Соединенные Штаты перебрасывают ИГИЛ в Афганистан, из Ирака в Афганистан. А дальше Соединенные Штаты же признают, в Афганистане постоянно осуществляют приземление вертолеты и самолеты непонятной принадлежности. Говорит, ну давайте сбивать. Нет, это наше небо, и там никто без нашего разрешения не летает. Но вы же не знаете, чьи это вертолеты и самолеты? Да, не знаем. Но они же привозят каких-то боевиков и им оружие. Да, привозят. Но мы закрыли это небо. Ну о чем это говорит? Просто американцы сами не признают, не говорят, что да, мы своей военно-транспортной авиацией перебрасываем боевиков ИГИЛ из Ирака в Афганистан, обеспечиваем их военно-техническое обеспечение, осуществляем военно-техническое обеспечение. Дальше. Сегодня на открытии ближневосточной сессии форума «Валдай» Сергей Викторович Лавров прямо, когда ему говорят, что еще Россия может сделать для наведения порядка в Сирии, он же прямо сказал, главное, чтобы Соединенные Штаты ничего не делали, ведь это у них на базе боевики ИГИЛ, а с их базы выходят. Где еще прямее вот эти заявления? Создается информационное поле. В СМИ постоянно выкладывается информация о том, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, что там в ИГИЛ и ЧВК, и спецназ Соединенных Штатов, армии Соединенных Штатов. Все там есть. Постоянно эта информация сливается. Она идет раз за разом. И вот уже дошло до таких вот форумов, где наш министр иностранных дел сообщает такую информацию. Ну как мы можем бороться с тем же ИГИЛ и говорить о том, что мы можем сделать? Ну нам что, теперь остается только американскую базу разбомбить полностью, чтобы ИГИЛ перестало существовать окончательно на территории Сирии? Ведь это же переводе на русский язык-то ответ Лаврова на Валдайской вот этой конференции. То есть идет постоянный вброс информации, идет изменение политической позиции всех стран, которые находятся под диктатом Соединенных Штатов. А вот когда произойдет это перестроение, вот тогда Соединенным Штатам и будет предъявлено все. А пока что, извините, рановато выкладывать все козыри. Надо пока формировать информационное поле, чтобы... Вот я говорю еще раньше, когда как только ИГИЛ появился, сказал, что это иррегулярная армия США, да вообще дикость, как так? Они же сражаются против ИГИЛ. То теперь то, что ИГИЛ является регулярной армией США, для всех политологов как бы вполне приемлемая точка зрения, а для многих она вполне очевидная. Дальше двигаться надо. Кстати, стало что-то более известно по поводу событий под Эризором? Да. Одно из самых таких интересных событий
которые вот мы говорили, это события под Дейр-эз-Зором, под которым, по сообщению наших неполживых блогеров, ура-патриотов, погибли триллионы бойцов ЧВК «Вагнер». Вот. При этом на такие цифры не претендуют даже американцы. И, в общем-то, независимые исследователи исходят из того, что погибло 4-5 гражданина России. Вот. Но при этом вообще очень интересная ситуация. Так вот, когда мы говорили о силе, мы должны понимать о том, что и об управлении, которое проводят международные, надгосударственные кланово-корпоративные структуры. Вот мы коснулись как раз вот этой клановой корпоративности и ее влияния на политику проведения государства, на политику государства, вот, как они осуществляют такое вот влияние. И в данном случае, вот в том, что произошло под Дейр-эз-Зором, это очень и очень важно. И вот мы сейчас говорили о том, что вот почему не предъявить нам вот те доказательства, что Соединенные Штаты являются той силой, которая в лице ИГИЛ, государство Соединенные Штаты в лице ИГИЛ воюют на территории Сирии и всего мира. Если где-то там ИГИЛ совершил какой-то теракт, надо знать, это осуществили спецслужбы Соединенных Штатов. Никаких здесь заморочек не должно быть. Это конкретно так. Но мы должны понимать и все процессы, которые с этим связаны. Одним из самых важных процессов, связанных с тем, как предъявить вот это, что Соединенные Штаты являются вот этой боевиками ИГИЛ, являются планы глобального предиктора относительно региона Ближнего Востока и Центральной Азии. То есть, что и как быть. И относительно, в том числе, кстати, в числе планов, имеется в виду, относительно европейского исламского халифата на территории Европы, соответственно, как и следует из самого названия. Так вот, согласно этим планам, центром концентрации управления должен был быть Иран. И мы должны подходить под это дело. Вот если мы принимаем, что Иран является главным бенефициаром разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке, то у нас одна политика государства. Если мы не принимаем это, то у нас другая политика. Так вот, к событиям в Дейр-эз-Зоре, что произошло и с погибшими нашими гражданами. Значит, главным бенефициаром, повторю, должен быть Иран. И вот проходит Мюнхенская конференция. Она вот в этом плане нужно понимать такую вещь. Президент незалежной Украины выступает, у него пустой зал. Президент страны, руководитель. Ключевая точка Европы. Загорится там, не загорится. Это же как бы всех волнует. К нему не пришел никто. Он трясет тряпкой там, вот в очередной раз там все. К нему не пришел никто. Выступает министр иностранных дел России. Министр, который проводит политику, не вырабатывает ее, не определяет ее как президент страны. А он всего лишь оглашает и осуществляет в той или иной степени эффективно мероприятия по проведению внешней политики государства. У него полный зал. Россия – это стабильность. Но и что будет делать Россия? Какое ее мнение по тем или иным вопросам? Даже у министра интересно поинтересоваться. А вот Украина, которая является болевой точкой
В Европе будет там война, которая перекинется на Европу или не перекинется на Европу, туда не приходит никто. Почему? Да потому что для всех очевидно в плане перестроения, что президент Украины никто и звать его никак. Что вся политика Украины определяется отнюдь не в Киеве и не какой-то там марионеткой в лице Порошенко. Но не интересен он никому, потому что идут к его хозяевам в Вашингтоне. Так вот, в этом плане, помня, как выступает Порошенко, мы смотрим с мюнхенской трибуны, выступает премьер-министр Израиля Нетаньяху. И он там вот тоже как Порошенко. Вот Порошенко со всякой шнягой приезжает, там всякие привозит то паспорта, то кусок обшивки, то вот сейчас тряпку привез. И приехал Нетаньяху и привез кусок иранского беспилотника. То есть он сразу показал уровень, что Нетаньяху опустился на уровень Порошенко. Тоже клоун. То есть не по сути, а вот что-то там показать, где-то там чем-то потрясти и все прочее. Но главное, что он это заявление сделал. Сбили израильский самолет. Проблема, которую имеет Израиль, огромадная. Как себя вести в этих условиях? Надо маневрировать. Чуть-чуть не так сделаешь, и тебя, как страну, Израиль, раскатают. Просто она не будет иметь никаких исторических перспектив и прекратит свое существование в ближайшее время. И именно на это нацелена вся политика, которую создавали под Иран как центр концентрации управления. Вот. И помните все тегеранские конференции против евреев, которые проводил Ахмадинежад, про еврейский фашизм. Вот. То есть по планам становления нового порядка на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Израиль не предусмотрен как государство. И здесь надо бы договариваться. А что делает Нетаньяху? Он начинает дергать, образно говоря, льва за усы. Он начинает злить Иран. Он начинает нарываться на неприятности. А зачем ему это надо? Ведь неприятности у Израиля будут нехилые. Как бы там ни крутили, но если СС придет, КСИР имеется в виду, Израилю мало не покажется. Но дело в том, что Нетаньяху не имеет никакой возможности вести себя по-другому. Дело в том, что незадолго перед Мюнхенской конференцией объявили о том, что против него возбуждено уголовное дело и что теперь его дальнейшую судьбу решит прокуратура. Когда я говорил о том, что Израиль теперь не знает, как себя вести, на прошлом вопросе ответил, я говорил о том, что главным пострадавшим в конфликте под Дейр-эз-Зором был Иран. В какой степени и как, это непонятно. Но то, что Иран с Соединенными Штатами в Дейр-эз-Зоре вошли в столкновение, это очевидно. Соответственно этому, что делает Нетаньяху, когда дразнит Иран? Он переключает действия Ирана против Соединенных, вместо того, чтобы Иран действовал против Соединенных Штатов, на то, чтобы Иран действовал против Израиля на шестом приоритете. Он оттягивает на себя, отвлекает, ему хозяин приказал. Тот самый хозяин, который организовал против него уголовное дело. И либо ты будешь вот так делать, либо ты не будешь. И он свою личную корысть сказал: а мне страна. Как Петя Порошенко, полностью. Мне страна вообще по барабану, я лучше буду марионеткой. А авось как-нибудь спасут. Не спасут. Так вот, возвращаемся к Дейр-эз-Зору. И что там произошло? Мы на уровне МИДа признали о том, что там погибли наши граждане.
А как они там оказались? И нам говорят ЧВК, ЧВК, ЧВК. Может быть и ЧВК. Но каким образом эти ЧВК связаны с государством? И как это завязано? Мы знаем, что скандал по ЧВК пытаются использовать для того, чтобы Путин не победил на выборах. А теперь как взялись люди, наши граждане там? Так вот, не секрет, что есть кланово-корпоративные структуры, которые претендуют на то или иное управление в мире. Вот в мире и в стране. Они претендуют на роль в стране и, соответственно, на участие в процессах в мире. И здесь получается следующая вещь. Иран, который по планам глобального предиктора должен был стать центром концентрации управления в этом регионе, вдруг оказался недееспособен. А Россия отказалась играть по правилам Ирана. То есть, если бы Россия, как предлагалось Ирану, пришла, отвоевала в Сирии и ушла бы и сказала: вы здесь главный бенефициар, Иран. А мы пришли и ушли, мы отвоевали. Все было бы как бы хорошо. Но Россия отказалась от этой роли, и поэтому Иран то предоставит нам базу подскока, то заберет ее. Но у Ирана есть свои интересы. И, соответственно, этим интересам они считают, что Россия предала их. Потому что, как же так? Главный распорядился так. Я главный в регионе, ты воюешь, а все плюшки мне. А ты пришел, отвоевал и говоришь: а все, я это заслужил. На каком основании? Соответственно, этому Иран находит те политические силы, которые помогли бы донести вот эту точку зрения, что надо слушаться главного, среди различных патриотических структур, претендующих на участие в управлении в России. Делает это для двух целей. Первая цель – это формирование своего управления в России, а вторая цель – получить от этих патриотических сил помощь в виде специалистов, которые бы помогли обучить правильно воевать, и частично решили бы сами эти вопросы. И поэтому различные кланово-корпоративные группировки формируют собственное военное представительство для того, чтобы поучаствовать вот в этом процессе. Вот то, что делает Иран с этими кланово-корпоративными группировками, нет ничего нового. Вспомнить хотя бы участие Жириновского в молениях вместе с Саддамом Хусейном, когда он через Жириновского пытался воздействовать на определенные политические структуры внутри страны. Поэтому Иран находит людей, кланово-корпоративные группировки, которые готовы с ним сотрудничать, которые исходят из чего? Сейчас я буду сотрудничать с Ираном, я получу экономический гешефт от того, что там где-то подсяду на нефть. Я получу политический гешефт от того, что у меня будет взаимодействие с Ираном, мощным торговым и политическим партнером России. И я за счет этого решу свои кланово-корпоративные задачи внутри страны. Я продвинусь. И вот таких умных, их много, так скажем, кланово-корпоративных группировок. И у этих группировок между собой конфликт. И вот у одной из группировок, повторю, это на основе того, что есть в открытой печати, в СМИ, напрямую никто ничего не пишет. Это анализ с позиции общего хода вещей через достаточно общую теорию управления. Вот. Так вот, у одной из корпораций, кланово-корпоративных группировок, вдруг родилась идея, как себя усилить. Решить вопрос легализации ЧВК в России,
получить больше гешефт в политической составляющей в России, наладить отношения с Ираном и наладить отношения с Соединенными Штатами. То есть Иран решает проблему ликвидации государственного формирования, которое проводит Соединенные Штаты в районе Дейр-эз-Зора. Иран заявляет, что этого не будет. Если слить какую-то операцию Соединенным Штатам о том, что такая операция будет произведена, даже если твои бойцы погибнут, это получение политического гешефта. То есть Соединенные Штаты так или иначе отсюда будут выдавлены. Иран все равно победит. Если ты участвуешь и твои бойцы погибли, ты получаешь плюшки со стороны Ирана. Если ты оказываешь услугу Соединенным Штатам, то сейчас, когда проходит предвыборная кампания внутри России, Соединенные Штаты учтут позицию твоей кланово-корпоративной группировки, имеется в виду страновики, учтут, и они в режиме санкций, взаимоотношений, в продвижении политических кандидатов, уж, по крайней мере, не будут препятствовать тебе в каких-то процессах, а в чем-то даже и помогут. А под этот шумок легализовать ЧВК, как собственные частные армии для разборок с государством. Вот мы и получили погибших наших граждан под Дейр-эз-Зором. Повторю, это анализ с позиции общего хода вещей того, что происходит. А почему вот этот анализ, вернее, вот такая уверенность в том, что все равно победит? Вот Иран имеется в виду в этом регионе. А вот сегодня же произошло очень интересное событие на Валдайском форуме. Я уже сегодня об этом говорил. Там выступал министр иностранных дел Ирана. Вот. И у него весь тренд был такой. Для того, чтобы эффективно решить проблемы региона, нужно присоединяться к Ирану. Нужно делать, как говорит Иран. Что вот у Ирана только правильная позиция. Но это как бы нормальная позиция любого министра иностранных дел, отстаивающих интересы своей страны. Но выступает, повторю, он на Валдайском форуме. И вот задается вопрос министру иностранных дел Ирана и министру иностранных дел Лаврову. Министр иностранных дел Ирана излагает свою позицию именно такую, что есть единственная позиция иранская, и она абсолютно правильная. А что происходит дальше? А дальше, когда наступило время отвечать Лаврову, модератор этой дискуссии попытался Лаврову не дать слова. Опа-на! Это что это за дела? А это как раз дела, игра вот эта политическая. То есть вписать Россию в общеглобальные планы для того, чтобы кланово-корпоративные группировочки выиграли свое. И здесь они идут на разные такие вот моменты. Просто забыл модератор вот этой дискуссии, что у России может быть собственный взгляд о том, что происходит, собственные интересы в регионе и как их надо достигать. И Лавров весьма неполиткорректно сказал: стоп, я еще не ответил. Сначала изложу позицию России, а потом дальше пойдем. И он изложил. Он сказал: у России есть собственный взгляд на эти вещи. Так вот, я к чему говорю? Вот вы представьте себе ситуацию, когда различные группировки кланово-корпоративные формируют свое военное представительство в регионе Сирии, на взаимоотношениях с Ираном, решают за Иран какие-то военные проблемы, помогают обучаться. Да, они воюют там, в том числе и в интересах России, но в первую очередь они воюют в интересах тех кланово-корпоративных группировок, которые их туда направили. А направили они для того,
чтобы на основе полученного там гешефта, выгоды, на основе полученной усиления своих позиций, в том числе решать проблемы здесь, через создание частной армии для того, чтобы противостоять государству и позиционировать свою клановую корпоративную группировку по отношению к государству иным образом, нежели сейчас предполагают государственные интересы. И поэтому здесь договоренности и с Ираном, и с Соединенными Штатами, помимо интересов России, они, в общем-то, логичны. И отсюда сразу встает ясно, кто, через какие структуры осуществил вот этот вброс, чего они хотят, как надавить и что из этого получить. Игра-то прозрачная. Но только за эту прозрачную игру настоящие патриоты России жизни там кладут. А игра клановая идет. Корпоративно-клановая. Поэтому там не было предательства государства. Было чисто кланово-корпоративное предательство для того, чтобы получить гешефт в плане договоренностей и с Ираном, и с Соединенными Штатами. А то, что люди погибнут, разве это волнует элитариев так называемых, россионских?